У каждого есть что-то, что ему нужно в постели для идеального ночного сна. Большинство людей не могут щелкнуть пальцами и задремать. Для некоторых это подушка между ног. Для других это тяжесть одеяла на теле. У детей часто есть любимая игрушка, и они сжимают ее, чтобы чувствовать себя в безопасности. Малыш по имени Финн Кнутстон, казалось, ни в чем не нуждался. Однако так было не всегда. Его родители изо всех сил пытались уложить его спать в своей постели, каждое утро они находили его на полу. Но однажды что-то изменилось. Вот почему они решили установить камеру и были шокированы тем, что обнаружили. Финн был довольно нормальным ребенком по большинству стандартов. Он ходил в детский сад, любил играть на улице и любил строить что-нибудь из деревянных кубиков. Но Финн был застенчивым и предпочитал держаться особняком. Несмотря на то, что Финн был умным и всеми любимым, он изо всех сил старался общаться и играть с другими детьми, и это одиночество тоже влияло на его семейную жизнь. Последние пару месяцев Финн изо всех сил пытался заснуть, и родители на некоторое время вернули его в свою постель. Финн спал между ними обоими, но он только сейчас снова начал спать в своей комнате, и тогда произошла самая странная вещь, и это было все, что делал Брут. Брут-ящик был принят в их семью еще до рождения Финна. Однажды в воскресенье вся семья отправилась на 3-часовую поездку на ферму к западу от их родного города. 3 старших братьев и сестер Финна не до конца понимали, что происходит, но все же они едва могли сдержать свое волнение. 2 из них продолжали упираться пятками в сиденье машины, чтобы попытаться лучше разглядеть улицу. Они мало что могли разглядеть, но деревьев было больше, чем они привыкли видеть в своем районе, и, казалось, стало намного тише, как вдруг машина свернула на грунтовую дорогу и начала сбавлять скорость. Теперь дети начинали нервничать. Они слышали звуки снаружи машины, но не были с ними знакомы. Это могли быть животные, но они не были уверены. Когда машина остановилась, их отец открыл заднюю дверь, чтобы выпустить их. Он видел, что его дети не уверены в том, что происходит, и попытался успокоить их, чтобы заверить их, что все было в порядке. «Ну же, дети, не волнуйтесь, бояться нечего», — мягко сказал он. Как только они размяли ноги после долгой поездки и коснулись травы снаружи, их окружили 7 собак, они все вместе залаяли, и они поняли, что это был за звук. Все 7 из них облизывались и терлись о детей. Родители объяснили, что собираются забрать одного из них домой, и что это была их работа выбрать, какой из них выбрать после того, как они немного побегали и поиграли. Пришло время выбирать, и это было легко. Был один, который был особенно интересен. Когда остальные убегали вместе, он оставался рядом, не желая отходить от ребенка. Владелец сказал семье, что этот щенок был немного изгоем. Он, казалось, не ладил с остальными членами своей семьи, и никто из других покупателей его не выбирал. Он не был таким игривым, как другие, и был немного более сдержанным. Но щенок увидел что-то особенное в этой семье. Родители согласились, что эта собака была правильным выбором, и все они вернулись в машину. Всю дорогу домой дети и их новые друзья спали на заднем сиденье. Они знали, что приняли правильное решение. Но они все еще понятия не имели, насколько большое влияние собака окажет на их жизнь несколько лет спустя. Как только Финн родился и вернулся домой из больницы, собака Брут всегда была рядом с ним. Сначала родители не решались подпускать большую собаку к ребенку, но, увидев, что Финн вернулся домой из больницы, собака Брут всегда была рядом с ним. Как бы хорошо ему ни было с Финном, они не могли разорвать их особую связь, которая возникала естественным образом. Финн родился с серьезным заболеванием сердца,
И Брут как будто знал об этом, потому что продолжал присматривать за ребенком. Можно сказать, что Брут назначил себя опекуном Финна. Как будто Брут чувствовал, что Финн нуждается в дополнительной защите. С того момента, как Финн впервые вернулся домой, они стали лучшими друзьями и были очень близки, неразлучны. Он играл с ним весь день и лежал с ним на заднем дворе. Самым трудным было каждый вечер говорить спокойной ночи перед сном. Но Брут оставался внизу. Таково было правило. Отец установил на лестнице забор, защищающий от собак, просто чтобы удержать его там. Тем временем Финн был наверху, в комнате рядом со своими родителями. Хотя через пару месяцев начало происходить что-то очень странное. Мама и папа знали, что у Финна проблемы со сном, и каждые несколько ночей он забирался обратно к ним в постель. Но внезапно все это прекратилось, но он тоже не спал в своей постели каждое утро. Они стали обнаруживать своего сына лежащим на полу рядом со своей кроватью. Он даже принес свою подушку и одеяло, чтобы устроить себе маленькую кроватку. «В чем дело? Тебе не нравится твоя кровать?» Финн, его отец, спрашивал его, но сын не дал ему никаких ответов, что не было чем-то необычным. Поэтому родители купили новый матрас. Возможно, старый был недостаточно мягким для него, и это тоже не сработало. На следующую ночь после покупки матраса они снова нашли Финна спящим на полу. Они подумали, что, может быть, он испугался. Поэтому они разрешили ему спать с ними в их кровати, как он делал раньше, когда был меньше. Но он, казалось, совсем не рад был ложиться спать. Финн был беспокойным и плакал, но в конце концов задремал. К их удивлению, когда они проснулись на следующее утро, Финна нигде не было видно. Они оба встали с постели и обнаружили, что он лежит на своем старом месте на полу в спальне. Вот и все. Отец Финна не знал, что еще делать. В качестве последней отчаянной попытки он купил радионяню и установил ее в комнате Финна. У нее было ночное видение, и она записывала доотснятый материал, длился 24 часа, так что все, что им нужно было сделать, это подождать до утра, чтобы получить какие-либо ответы, но то, что было на этих кадрах, разбило бы их сердце. На следующее утро пара села за свой компьютер, чтобы просмотреть видео. Они прокручивали отснятый материал медленно, пропуская 30-секундные интервалы. Долгое время в комнате ничего не было. Финн мирно спал в своей кровати по соседству. Но затем около 2 часов ночи на полу показалась тень, что-то, что было за камерой, чего они не могли толком разглядеть, что именно они замедлили. Воспроизведение, когда они оба придвинулись ближе к экрану, затем из нижней части экрана высунулся нос, за которым последовала голова, а затем большое мохнатое тело. Это был Брут, как он справился. Собачья дверь на лестнице. Они отвернулись от экрана, чтобы посмотреть на кровать Брута, который смотрел в пол, как будто его поймали с поличным. Но это было еще не все. Поскольку они продолжали смотреть видео, они могли видеть, как Брут свернулся калачиком на полу прямо рядом с кроватью Финна. Всего несколько мгновений спустя в комнате мелькнула еще одна тень, и появился Финн. Он подошел к своей кровати и схватил подушку из своего любимого одеяла, прежде чем лечь рядом со своим лучшим другом. Он обнял его своими маленькими ручонками, и вскоре его глаза снова закрылись. Мама с папой не могли поверить, что у них немного затуманились глаза, когда они смотрели, как Финн и его лучший друг обнимают друг друга перед сном. Они знали, что эти двое любят друг друга, но не осознавали, как сильно. Они сидели там и смотрели отснятый материал, пока Финн не подошел к компьютеру и не посмотрел на экран. А нет. «У меня неприятности?» — спросил он дрожащим голосом. «Конечно, нет, любимый», — успокоила его мама,
Взяв Финна на руки, как и она, Брут тоже присоединился к объятиям, и вся семья. Прошло совсем немного времени, прежде чем родители поняли, что Брут смог перепрыгнуть через свою собачью калитку на лестнице. И он прокрался обратно вниз до того, как вся семья встала. Но они не могли сердиться. Они были счастливы, что Финн нашел способ спокойно спать благодаря своему особенному другу. Они даже поставили новую кровать специально для Брута в комнате Финна, чтобы они могли хорошо выспаться вместе. Без того, чтобы Брут шнырял поблизости.